Всем привет! Вчера нагло оборвался эфир. Привет электрикам. Можно сейчас, конечно, наводить мистику, что это сакральное знание, это еще что-нибудь, ну, в таком роде. И, соответственно, из-за этого прервался эфир, что эти знания нельзя давать в массы. На самом деле, то, что оказывается, да, то необходимо знать. И, как правило, эти знания приходят тем, кто, ну, как бы ищет. Поэтому тот, кто ищет, тот будет смотреть это видео. Это первый момент. В первой части мы раскачивались по поводу Вигвизира, а в этой части, в общем-то, будет сама суть. Или будем говорить мясо по поводу Вигвизира. Что еще вам сказать такое, как предисловие? В северной традиции, то, чему меня учат боги, есть для меня еще одно правило. Если есть препятствие, значит я иду правильным путем. И можно так сказать, вчерашний прервавшийся эфир — это препятствие, которое следует преодолеть. Поэтому если поставил цель, в этом и есть намерение мага эту цель привести к завершению. Итак, чтобы без лишней воды, мы начнем. Начнем, в общем-то, продолжение. Мы остановились на том, что Вигвизир образует множество непонятных знаков, в которых мы можем сбиться, да, то есть рун не должен резать тот, кто в них не смыслит, в непонятных знаках всякий может сбиться. Поэтому, естественно, этот проект рунические символы в первую очередь для тех, кто смыслит или ищет себя в рунической магии и хочет немножко разобраться. И мои идеи или то, что я исследую, они в принципе могут помочь натолкнуть вас на мысль или натолкнуть на какие-то другие идеи в исследовании и совершенствовании. Поэтому это видео может смотреть только тот, кто действительно ищет. Так вот, дорогие мои искатели, Вигвизир, который мы наблюдаем и который у нас как бы вот сейчас вот на экране будет, это не что иное, как тот рунический став, который не следует копировать бездумно или копировать его и применять его как кто-то древний сделал, и почему мы его не можем применить. Естественно, всякие домыслы и тому подобные вещи, которые витают вокруг этого таинственного знака, в какой-то степени меня и смотивировали немножко о нем порассуждать. Так вот, на что следует обратить внимание? Обратить внимание следует на очень интересный момент. Кто был внимателен, я показывал вчера вот этот манускрипт. И он датируется, если вы видите, он датируется 1860 годом. И, быть может, он был и раньше где-то, мелькал, да? Может быть, и где-то и... Сейчас я вам открою, чтобы вы видели, да? Там все режиссеры, так что не обессудьте. Вот, видите? 1860 года. А теперь скажите мне, пожалуйста, какая гарантия того, что этот став или этот манускрипт не был переписан одним из христиан, как, в общем-то, и большинство рунических знаков, то есть как хронология? Дошел ли он, этот став, до нас в том первозданном виде, в котором он должен был дойти? Очень сложно. Потому что если мы посмотрим, например, на сам манускрипт, то мы можем увидеть, что в нем
идет такая хронология записи разных знаков и обозначений, которые встречаются, но не даются никакие толкования или какие-то объяснения этого манускрипта. То есть здесь просто идут записи, хронологические записи видов, которые знаков исландских рун, младших рун и каких-то еще дополнительных колдовских знаков, которые, в общем-то, разобрать или понять можно только при тщательном исследовании. Очень многие, будем так говорить, историки и исследователи, рассматривая и сравнивая, расшифровывая разные написания и разные значения этих знаков, да, где-то выводят определенные трактовки. Но опять же, так как этот манускрипт был написан в 1860 году, ну, вот датировка его, даже если мы допустим, что он 1600 года, даже если такой вариант, мы помним, что даже где-то размазано было насаживание христианства в Исландии, и многие манускрипты, как правило, переписывались христианами, то есть фиксировались христианскими священниками даже. Поэтому самое интересное вот в чем, что в этом манускрипте сначала идут вот эти вот описания, эти знаки какой-то хронологии, системной хронологии, понятной только тому, кто ее делал, да, и только в самом конце этот манускрипт, в этом манускрипте были зарисованы ставы. Вот что самое интересное, что эти ставы были зарисованы, знаете, вот как будто вот зафиксировали, как будто вот их запечатлили, как сфотографировали, знаете. Нету определенного объяснения, есть описание, для чего это. Вот точно так же, как мы сегодня исследуем Вигвизир, то мы можем говорить вот о чем, что в данном случае этот рунический став, о котором мы сегодня говорили, да, он в первую очередь, ну, в нем есть описание самое короткое. Кто этот знак носит при себе, никогда не потеряет дороги, ни в шторм, ни в непогоду, даже когда путь неизвестен. Вот все, больше о нем ничего не описано. При этом считает колдовской став. И у меня вызывает, ну, такое недоумение, я бы сказал, как этот став после этого, то есть до конца он непонятен, да, то есть его расшифровать очень сложно, но написано, что он там для того, чтобы не сбиться с пути. И получается, что многие даже трактуют, что это став для путешественников, основываясь неизвестно на чем. То есть, видимо, слово «шторм» включает ассоциацию шторм на море и так далее. И обязательно его нужно набить на тело. А еще есть куча импровизаций, обрамленных руническим кругом старшего футарка. То есть добавление каких-то дополнительных украшательных элементов, которые или набивают на теле, или делают из этого предмета торговлю. То есть торговлю артефактом, да, то есть вот будет у тебя, значит, тебе будет все хорошо, ты не собьешься с пути. Кто-то еще из эзотериков и коучеров добавляет такую тему, что вот он, чтобы не сбиться со своего пути, со своего предназначения. Ребята, уберите этот бред. Это сугубо мое личное мнение. Вы можете и дальше заниматься, ну, тем, чем вы занимались, это ваше право. Никто вам не может это запретить, но здравомыслящий человек, вдумайтесь, этот став до конца не расшифрован, его до конца не понимают. Здесь есть шифрованные знаки. Описание его никак не дает точность применения. Тем не менее, из него делают амулет, бьют татуировки в разных импровизациях. Я, знаете, сначала хотел
даже показать картинки, гуляющие в интернете, которых делают татушку, и так немножко об этом обсудить. Но, вы знаете, я решил этого не делать. Смотрите сами, забейте Вигвизир, вы увидите, везде это татуировка или какие-то амулеты странного типа, странной формы. Вот оригинал, вот он перед вами. Он выглядит так, он до конца не изучен. Он необходим исследователям для того, чтобы понять, разобраться в смысле и, в принципе, обогатить свою магию, но не тупо брать и использовать то, что непонятно. И вот здесь вот как раз точно, как Эгель говорил, рун не должен резать тот, кто в них не смыслит ничего. Потому что мы вспоминаем речи Высокого, что какое требование к тому, кто познает руны? Какое требование? Самое главное, умеешь ли резать, умеешь ли разгадывать, умеешь окрасить, умеешь ли спрашивать, умеешь молиться, которое мы заменяем, призывать и жертвы готовить, умеешь раздать, умеешь заклать, то есть умеешь запустить и умеешь остановить его. То есть навык, умение резать, то есть это материализовать магический символ или магический знак, разгадать его, да? Умеешь окрасить, то есть нужно понимать, как его наполнить силой, умеешь ли спрашивать, то есть вопрошать, призывать силы, да? Умеешь ли эти силы призывать, то есть спрашивать эти силы, это значит диагностировать с помощью мантики. Умеешь ли призывать, то есть молиться, и жертвы готовить, потому что определенный запуск требует и определенной жертвы, то есть взаимной энергии в равновесии. Умеешь раздать, то есть его запустить, и умеешь ли его остановить. Потому что если ты запускаешь магию, и ты этой магией не управляешь, то есть ты можешь ее запустить, а дальше моя хата с краю, знаете, это не делают профессиональные маги. Маг, если все это запустил, он знает, как это остановить. Вот в чем дело. Поэтому очень странно применение этого знака без полного этого понимания. Вот самое интересное, что профессионалы, рунологи, они изучают этот став и не спешат его применять, но используют полученные знания в экспериментах в образовании своих ставов, да, или наполняют знания себя, чтобы быть искусным эрелем. А люд просто берет торговые амулеты, ничем не заряженные, не имеющие какого-то смысла, и сами не понимают в этом никакого смысла, и используют его. А потом удивляются, почему в их жизни происходят какие-то непонятности. Но об этом я чуть-чуть позже скажу. Я вернусь к этой теме. К чему, опять же, я веду этот разговор? Точно так же, как в первой части я подводил именно к этому финальной части, которую я сейчас пытаюсь донести. Нужно понимать, что рунические ставы, руническая магия, как и любые сиглы, составленные магами, любая графическая магия, это есть зашифрованный ритуал. То есть, иными словами, этот ритуал шифруется специально для чего? Специальными символами, которые знает сам маг или знает тот, кто исследует, разгадывает эти знаки. Умеешь ли резать, умеешь ли разгадывать, то есть понимать смысл этого. Дело в том, что прежде чем сделать какой-либо ритуал, он изучается. Он изучается на основе каких-то ассоциаций. И потом для того, чтобы этот ритуал не забыть, его последовательность, его смысл, его сакральность, его форму, она шифруется графической магией, то есть прорисовывается ритуал. Те сиглы, печати, не только рунического толка, исландских рукописей, и даже, будем говорить, каббалистических, да даже возьмите карты Таро Тота, младшие арканы, там зашифрованные ритуалы Алистером Кроули. Это все для того, чтобы адепт магии, профан магии изучал, чтобы туда, например, тот, кто не смыслит, не лез, не понимая, потому что шандарахнет.
Поэтому, когда маг шифрует свою магию, да еще иногда шифрует так, чтобы ее никто другой не мог разобрать, а в рунической магии или графической магии тех же исландцев и графической магии современных магов, неважно, это будут рунические ставы или какие-то другие сиглы или схемы какие-то, это не что иное, как готовый ритуал, который, как памятка магу, может совершать определенные действия. Потому что в каждый знак, каждый символ, каждая черточку он вкладывает определенный символизм. В этом символе есть своя ассоциация. И эта ассоциация и наполняет эту графическую магию и делает ее возможностью запустить. Но самое главное вот в чем. Помимо того, что вы можете начертать все, что угодно. Да, есть определенные символы, которые могут запустить непонятным образом энергию. Меня тоже удивляет, как можно что-то начертить, не понимая, как это остановить, не понимая, как это работает. Особенно вот в интернете я вижу. Вот мне привиделся став, он не тестирован. Давайте мы типа тут протестируем. Как? Маг это тот человек, который не знает своей магии, он не изучал ее, оно ему что-то привиделось и начертил. Понимаете? Вот. Но в любом случае, для того, чтобы начало что-то работать, это же магическая графика, она еще имеет аспект вербальности, то есть имеет заклятие или заговор. Какое, вот мы говорим о Вигвизире, какое здесь заклятие? Кто этот знак носит при себе, никогда не потеряет дороги, ни в шторм, ни в погоду, даже когда путь неизвестен. Здесь уже вот эта подпись к этому, на этом манускрипте, да, это название или что означает, а заклятия нету, запускающего механизма нету, то есть он недоступен, а это самый главный ключ. Это все равно, что, знаете, иметь автомобиль, но не иметь ключа к нему, да, или не знать, невозможно открыть, ты можешь взломать это все. Ты можешь как-то еще завести, но, например, как он будет ехать, или как этим автомобилем, или каким-то механизмом управлять, ты не знаешь. Это подобно этому. Поэтому относительно Вигвизира я рассматриваю его как элемент исследования, где можно взять какие-то фрагменты, какие-то символы, какие-то определенные ассоциации, размышления и тому подобные вещи для наполнения своих знаний, для наполнения себя. Но в чистом виде неизвестные знаки, да, особенно рунические, не должен резать, то есть не должен начертать, не должен использовать тот, кто в них не смыслит. То есть использовать чужие ставы, не понимая, как они работают, это глупо. Проще сделать свой став, сделать свой механизм. В чем суть? Суть колдовства заключается в том, что само слово «кола», «круг», то есть это определенная система защит для определенных манипуляций с реальностью. Но все эти манипуляции происходят внутри мага. Поэтому вы можете этот визир набить, наколоть, носить эти амулеты, на заборе начертить, да где угодно и как угодно, он может не работать. Единственное, что он может сработать, в силу того, что вы об этом думаете. Если вы себе навоображаете какой-то, знаете, я выражусь даже, херни в голове, у вас херня в голове будет, и вы будете использовать этот рунический став, Вигвизир, думая, что он вам поможет, эта херня и воплотится. Но став здесь ни при чем, понимаете? Реализацию сделает ваша херня, а не сам став. А потом мы говорим: о, этот став не сделал, или там еще что-то не сделал. Понимаете? Это попытка ухватиться за какие-то непонятные вещи. Настоящая магия так не делается. То есть колдовство делается тогда, когда есть четкая схема, четкий сценарий, четкий механизм. Вы поймите, я уже много раз говорил, ритуал — это не что иное, как театральная постановка. Для того, чтобы возбудить свое сознание на определенные импульсы, мысли, формы или импульсы ментальные, для того, чтобы что-то можно было преобразовать
в пространстве, в себе или воздействие на предмет. Это разный момент. Это работа в первую очередь над собой. Потому что если у вас в голове каша, и вы попытаетесь, прикрываясь вигвизиром, запустить какие-то механизмы, то не вигвизир запустит механизмы, а ваша каша запустит какие-то механизмы, которыми вы управлять не можете. Потому что умеешь ли раздать, умеешь ли заклать, то есть умеешь ли ты управлять своей магией, если ты не умеешь управлять своими мыслями, то ты не просто своей магией не можешь управлять, своими мыслями не можешь управлять. Вот этот вот момент ключевой, основной момент, который необходим. Поэтому сугубо мое личное мнение в том, что вигвизир достоин исследования, но брать его и применять в таком вот непонятном виде, то есть лучше переделайте, лучше трансформируйте, нанесите, изобразите знаки, которые вы понимаете. Если вы это понимаете, то вы, соответственно, и заряжаете. А так, вигвизир просто бесполезное начертание, хоть и в древнем манускрипте. Поэтому моряки, да, набейте себе этот став, и вы не собьетесь с пути. Какие моряки? Капитан, что ли? Капитан же управляет кораблем, да? Вот. Или человек, который никогда даже живет далеко от моря, набивает себе эту татушку или носит этот став, думает, что он не собьется с пути. Это вообще вот нонсенс. Поэтому относитесь к этому разумно. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Для этого я вам открою свою схемку, как бы. Сейчас я сделаю манипуляции. Инженера у меня нету, который это все может сделать. Я попытался восстановить нарисовать. То есть я когда исследовал вигвизир, а я его буду продолжать исследовать, и если у меня какие-то появятся интересные новинки, то я поделюсь с вами. Во всяком случае, поделюсь с теми, кто заинтересован в изучении древних ставов. И опять же напомню, что у меня есть Painter, да, то есть не Painter, а Patreon или сайт, где можно меня поддержать. И я открыл там такой уровень, где я делюсь знаниями, статьями или видео прямого эфира новых своих исследований. Потому что дальнейшие исследования вигвизира, это уж точно будет не в открытом доступе для всех. Поэтому, кто действительно углублен в эту тему и хочет ее изучать, есть замечательный пакет. Он там стоит, по-моему, $5. Вы можете на него подписаться, и я там буду какие-то определенные исследования, наработки выкладывать. Потому что дальнейшие исследования вигвизира, особенно по символизму, по знакам, по символам, по расшифровке ветвей этого става, да, точно так же, как и других, скорее всего, что будет в закрытом доступе. Но общая информация, она уже довольно интересна. Я задался вопросом, как я могу понять став, если я его ни разу не нарисовал. И я попробовал на компьютере, не попробовал, а сделал на компьютере реконструкцию става в данном случае по манускрипту. Потому что я не брал интернетные версии, они искажают первоисточник. Потому что если есть еще более первоисточник, то укажите мне, дайте ссылку, где есть еще ранний манускрипт. В данном случае это единственный манускрипт, которым пользуются все исследователи рунической магии. Так вот, момент такой. Я его восстановил по манускрипту, так как я это понимал. Естественно, копался и в младших рунах, и в исландских, да, и исландские руны смотрел,
И есть определенные догадки. Но что меня натолкнуло на мысль? Вигвизир 8-лучевая, 8 лучей. Здесь можно подвести очень много разных моментов. Например, то же самое колесо года. Да? 8 праздников, 8 ключевых моментов перехода. То есть в какой-то степени это цикл. Также мы можем наблюдать 8 миров. И 9-й мир это центр, это Мингер. Раз мы рассматриваем это как указатель дороги, да, неизвестного пути, то скорее всего можно расшифровать это предположение. Потому что он так изображен, я примерно так вот отобразил. Почему я отобразил, кстати? В Мидгарде, да, так и есть, Алиса. Почему я так изобразил? У меня были предыдущие исследования и наработки вписать миры в 9 квадратов, так называемых, квадраты Пифагора. И исследование, это отдельное исследование, которое я открываю на 3-м уровне по мантике своим ученикам, свою наработку. Это мантическая наработка, но она имеет такую, серьезную силу. Я проверил этот квадрат на соответствие и проверил его во многих мантических раскладах и проверил даже, используя вот этот квадрат из 9 ячеек, из 9 миров, проверил его на составление ставов. Все работает. То есть это экспериментально этот квадрат у меня вывесил. Я взял этот квадрат, я не буду его раскрывать пока, но кто понимает, тот поймет. А как работает, приходите на обучение. Так я это просто не отдам. Так вот, получается, что я попробовал вписать, я вписал Вигвизир в эти 9 квадратов. Более того, я взял эти ветки, естественно, когда я рисовал сам став на компьютере, я эти ветки делал отдельно. Вот они у вас внизу, они вот так вот рядом выставлены, да? И миры, когда я вписал квадрат, я их подписал. То есть это пункт следующих исследований. И здесь, если исследовать именно из аспекта, что ветки это не что иное, как описание мира или характеристика вибраций этого мира, да? Или, как мы понимаем, эти 9 миров как некий элемент энергетики, да? Если мы сопоставим его с древом жизни, то это уже наталкивает нас на исследование именно в аспекте или в направлении мира. То есть каждая веточка это изображение одного мира или изображение качества вибрации этого мира, а и соответственно древо жизни оно подобно вибрациям человека, подобное, что вверху, то и внизу, помним принцип Гермеса, то мы можем утверждать такую простую, очень очевидную, напрашивающую, логическую вещь. Это то, что этот Гальдерстав, колдовской знак, он подобен человеческой вибрации, то есть человеческой форме. Поэтому человеческой биоэнергетики. Поэтому, исходя из этих вот моментов, уже легче будет, листая этот манускрипт, просматривать и подбирать определенные характерные для этого элементы. Конечно, для опытных рунологов и знатоков, я в предыдущем видео наделал ляпов, то есть я говорил альгиз о самой структуре, форме, но по краям исландские или младшие руны это не альгизы, а мадр, то есть человек. Что еще добавляет нам размышления? Я просто не упомянул это, смазал. Я всегда, когда делаю прямые эфиры, я слегка волнуюсь. Поэтому, знаете, кто не делал прямые эфиры, тот может меня критиковать за ляпы или оговорки. А тот, кто хоть один раз провел прямой эфир, тот меня поймет. Поэтому и критиковать не буду. Поэтому если я где-то и сделал какие-то неправильные названия или еще что-то, то поправьте меня, я внесу, поправлюсь, я приму это. А просто критика, проходя мимо, проходите дальше мимо, знаете. Вот.
Будете проходить мимо, проходите мимо. Что-то мне в последнее время нравится эта фраза. Вот, я вам выложил, будем так говорить, мои исследования и почву для дальнейших поисков, дальнейших трактовок. Естественно, я попытался многие ветки расшифровывать. Ну, например, вот даже возьмем ветку например, мы возьмем даже ветку Муспельхейма. Обратите внимание, что здесь есть определенная импровизация, здесь есть определенная импровизация в виде ну, такого как бы трезубца вроде бы, да. На самом деле это импровизация Мадр руны, да, то есть руна младшего футарка. Ну, это одна из версий. И по словам Антона Платова, как исследователя, он допускает, что 3 черточки это не что иное, как некий какой-то конденсатор. И он может конденсатор энергии. То есть, иными словами, призыв с накоплением энергии. Что логично для Муспельхейма. Это говорю к примеру, это мои рассуждения. Я не претендую на то, что на свою правоту. Точно так же, как, например, можно расшифровывать и ветку Асгарда, и ветку Ванхейма. Помните, в предыдущем выпуске я как бы... Что я сказал? Я сказал, что, допустим, это может быть. То есть это определенное предположение, допуски, будем так говорить, знаете, допущение, которое, ну, может быть, они, ну, как бы, могут быть, могут не быть, знаете, в таком плане. Но если исследовать, вот знаете, в чем суть исследования, например, такого момента? Если, например, мы допускаем, что это может быть, ну, например, вот эта версия, которая у вас на экране, и мы эту версию начинаем исследовать, и потом приходим к очевидному доказательству допущения, да, то есть как теорема от обратного, то есть мы допустим, это может быть, или допустим, что теорема доказана, давайте мы ее докажем из расчета, что оно может быть. Поэтому на что мы можем обратить внимание? Это как стартовый ключ. То есть можно пойти этим путем и прийти к тому, что данное допущение это полный бред. Оно не имеет права на развитие. Но тогда идет возврат на исходную точку, делаются другие исходные данные или другие допущения, исследуются снова. Поэтому Алистер Кроули, я с ним согласен. Магия это наука и искусство. То есть это способ исследования. То есть это следует исследовать. То есть, нудное занятие, да, нудное, потому что, допустим, в данном случае мы рассматриваем такой вариант, а если мы допустим, что ветки имеют другое значение, да, то есть мы поменяем ветки названия, это путь исследователя. Вариантов перебора Бигвизира, как, например, относительно древа Игдрасиль, это очень интересный момент. Какой еще может быть интересный момент? Относительно колеса года. Можно ли определить, например, Бигвизир, который относится к определенному празднику в северной традиции или к культуре не христианской, не религиозной? Потому что слово язычник у меня не поворачивается, потому что это христианское название. А на самом деле это древняя традиция или древнее понимание мироустройства и колеса вращения года, да, то есть относительно дня и ночи, да, равноденствие, солнцестояние, зимнее солнцестояние. Какая из этих веток может выражать? И здесь очень интересный момент, то есть исследование можно колеса года. Мы можем, например, взять Бигвизир, наложить на рунический круг старшего футарка. Мы можем наложить на гороскопический круг определенное соответствие, да. Мы можем наложить на колористический круг, определить цветовую гамму и в этом направлении исследовать.
а можем просто брать и расшифровывать символы и понимать значение. Когда мы начнем понимать значение, вырисуется картинка. Но всегда нужна отправная точка. В чем заключается отправная точка? А вот она как раз и заключается, эта точка, в том, что мы возьмем и предположим, что это может быть тех или иных вариаций. Подводим итог. К чему я это говорю? Потому что легкомысленное отношение к Вигвизиру, как в общем-то и к любым древним знакам, не расшифровав, не изучив, не поняв, это безумие. Поэтому люди, которые используют эти знаки без понимания, они безумцы. Вот. Ну, ихняя воля. Подвожу итог. Самый главный смысл того, что я рассказал. Во-первых, использование этого знака, особенно как я наблюдал некоторые вещи, когда человек, не находясь в нордической традиции, не посвятив себя этому направлению, не понимая, не разбираясь во всем этом, начинает этим заниматься. Ладно, еще полбеды безумцы, которые это себе накалывают. Безумцы, которым сказали, что Вигвизир тебе поможет найти свое предназначение или еще что-то, и они бездумно это стали использовать. Это полбеды. Меня удивляет безумцы, которые это набивают или изготавливают в виде амулетов, не причастные к северной нордической традиции. Вы поймите, что тогда, когда викингам набивали тот же самый Вигвизир на теле, я допускаю, что такое может быть, то это, скорее всего, набивал тот человек, который понимал и разбирался во всем этом. Не просто прошерстив по мифологии и узнав, что к чему. А он, когда набивал, он проговаривал заклятие, скорее всего. Он называл это порунно. Это был мастер рун. Понимаете? То есть тот, кто разбирается, знает, как резать, набивал, да? Умеет разгадывать, он понимал смысл, который набивал. Он умел окрасить, то есть кровью смешивалась татуировка, например, да? Он умел предсказывать, то есть он мог сказать, кому подойдет, кому не подойдет, да? Он мог проверить это, продиагностировать, бросив руны, да? Он мог призывать богов, наполнять этот рисунок или этот став смыслом или силой богов, да? И он точно так же знал, как его запустить и как его можно остановить и так далее. Поэтому принадлежность принадлежность к нордической традиции или традиции северных богов это очень важный момент, который определяет необходимость делания того или другой вещи. Все остальное, на мой взгляд, это безумие. То есть безумие татуировщика, который набивает, не понимая сакральный смысл, не наполняя. Ведь о чем он думает, этот татуировщик, в тот самый момент, когда он набивает? Думает ли он о том, что он набивает? Вдумывается ли и читает ли он заклятия? А некоторые колдовские заклятия произносятся нараспев. Может быть, он в этот момент думает о том, что он будет ужинать на вечер и набивает такую, довольно серьезную вещь на теле. Или человек, который изготавливает амулеты, тоже думает о том, за сколько его продать, например, а не о том, что он делает сакральную вещь и должно быть определенное состояние. Это я вам говорю просто как мастер амулетов и мастер рун. В том плане, что я когда делаю, я не допускаю мысли, чтобы они улетали куда-то далеко. Они должны быть полностью сконцентрированы на работе. Это очень утомительно максимально быть концентрированным на том, что ты делаешь. Это максимальная осознанность того, что ты делаешь. Понимаете? Если нету максимальной концентрации, осознанности на том, что ты делаешь, а твои мысли летают где-то в другом, то ты так и заряжаешь этот
артефакты, ты так и заряжаешь этот амулет этой силой, потому что ты должен петь нараспев заклятие, ты должен думать о том, что ты вырезаешь каждую руну, вкладывать туда силу, тогда это будет рабочим. Все остальное это сувенир. Сувенир на теле, набитый татуировщиком, который в северной традиции 0. Я не хочу обидеть тех, кто действительно посвятил этой традиции, но таких не так много. Таких не так много. Кроме этого, любой рунический став, как колдовской став, нужно понимать со смыслом. Знаете, как я видел, общался с одним человеком, он просто набил себе древо Сефирот. Говорю, а вы знаете, что это за знак, вот это изображение? Он говорит, что именно? У него там полтела на руке там, и на теле тоже. Говорит, какой именно? Говорю, вот это, кружочки. Это вроде бы как древо жизни. Говорю, а какое древо жизни? Я не знаю. Мы подобрали рисунок красивый, я набил. Все, финиш. Древо Сефирот набил. И все. То есть не делайте того, чего вы не понимаете. Особенно в рунической магии. Вот это такое вот резюмирование моих исследований. И, наверное, даже больше нечего сказать. Будьте мудры в применении того, что вы применяете. Используйте руны с умом. Действуйте относительно того, что вам дано и вы понимаете. Какое вам еще сказать пожелание? Пожелание еще вот такое вот. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте все уведомления. Пусть у вас будет напоминание, чтобы вы не пропустили новые исследования рунических символов. Поэтому вам всего доброго. А еще в описании вы можете поддержать канал на Патреоне, поддержку. Я получаю поддержку, а вы, соответственно, получаете материалы сакрального характера. До новых встреч. Всем пока. Всех вам благ.